Коллеги, я приветствую вас этим снежным утром на Non-Fiction и Книгабайте. Сегодня мы начинаем нашу деловую программу с выступления Манен Пау из Copyright Lesson Agency из Лондона. И мы попросили МЕДИА презентовать нам результаты исследования, которое было сделано их агентством вместе с PricewaterhouseCoopers в отношении образовательной литературы и роли копирайта в этой области. Дело в том, что мы знаем, что происходит масса технологических изменений в этой отрасли и правовых изменений. Это процесс, который происходит во всем мире, и такая передовая правовая система, как Соединенное Королевство, нас интересует, в том числе как модель, которой, возможно, могли бы следовать мы, и этот международный, так скажем, глобальный опыт, который мы хотели бы, возможно, применить каким-то образом и здесь, в России, где список проблем длинный, и они также требуют разрешения. Поэтому я с удовольствием передаю микрофон Манен Пау. Okay. Good morning. Thank you very much for inviting me to be here today to speak to you. Большое спасибо за приглашение меня на это мероприятие. It's a real honor for me to be in Moscow. It's my first time here. Very exciting to see the Russian Первый winter. визит в Москву, и для меня очень волнуется увидеть русскую зиму. So today I'm going to talk to you about the economic value chain in the publishing and collective licensing industry. Сегодня я хотел бы представить доклад об экономической цепочке книгоизданий для образовательных целей. So firstly, I'll give some information on the UK publishing industry, and then I'll talk about the economic value chain, and then I'll speak about collective licensing. Сначала несколько слов о рынке книгоиздания, затем мы поговорим о ценностной цепочке, экономической ценностной цепочке книгоиздания, а затем о коллективных лицензиях, коллективном управлении лицензиями на авторские права. So in Russia, you have a really wonderful, rich cultural sector and a great depth of cultural creativity throughout Russian history. Российская история предполагает большой опыт креативности, особенно в сфере культуры и литературы. And the challenge that you face in Russia and that we face in the UK and that it's faced all around the world, I think, is how we can build on this cultural and educational heritage, and how can the Russian creative sector become a productive and dynamic powerhouse in the 21st century. И вызов, который стоит сейчас перед как Великобританией, так и Россией, заключается в том, чтобы как можно более эффективно претворить креативный потенциал в жизнь в условиях 21 века. So what I'm going to present to you today is the economic value chain in the UK, and this is a model that has many aspects that I think do and will apply to Russia, and there'll be many experiences that hopefully you will recognise. Что касается экономической ценностной цепочки Великобритании, она имеет несколько аспектов, и мы посмотрим, какие из них можно применить, в том числе и в России. And of course there'll be aspects that won't apply, and they won't quite match what happens in the Russian market, but I believe that you'll be able to adapt the principles that I talk about to your own markets. Я уверен, что те принципы, которые присутствуют на рынке Великобритании, вы сможете адаптировать себя на российском рынке. So, let me give you some information on the UK publishing industry. Позвольте представить информацию о издательском рынке Великобритании в сфере образования. So, like Russia, we have a very rich literary history in the UK from Dickens, who was a very big advocate of copyright law, actually. And then to one of our biggest exports, which is Harry Potter. Hopefully you will recognise. Как и Россия, Великобритания имеет глубокие традиции литературные. Здесь вы видите Диккенса, который был одним из поборников защиты авторских прав, ну а также Гарри Поттера, конечно, вы все его знаете.
And the challenge that we face now in the UK, and that I know that you will face in Russia as well, is the move towards digital. So from the printed book to the e-reader. И то, что сейчас происходит и в Великобритании, и на российском рынке, это переход от твердой копии, от бумажных носителей на цифровые носители. So the publishing sector in the UK over the last 25 years, it's shown growth that is slightly above that of the UK economy, which is, the blue line is the publishing sector, the red line is the UK economy. Рынок образовательных издательский в Великобритании последние 25 лет растет быстрее даже, чем ВВП. Вот синяя кривая – это объемы издательского рынка, а красная – это ВВП Великобритании. And the publishing industry has fared well in difficult economic times and in changing technological times as well, by diversifying its products and continuing to innovate. Издательская индустрия Великобритании сумела выжить как в трудные экономические времена, так и в быстро меняющиеся времена с технической точки зрения за счет внедрения новых инноваций. And one of the main strengths in the UK publishing sector has been our success in export sales. So I mentioned Harry Potter, and at current prices, export sales have risen from £534 million in 1987 to 1.6 billion in 2009. Объем экспортных продаж в Великобритании существенно вырос. По текущим ценам это от 534 миллионов фунтов стерлингов в 1987 году до 1,6 миллиардов фунтов стерлингов в 2009 году, за счет в том числе вот Гарри Поттера упомянутого. And the picture this year in the UK, it's slightly different as the industry moves towards digital. So in 2011, there's a 54% increase in digital sales, and it now represents 8% of the UK publishers' total digital and physical sales. В 2011 году, в последние годы, ситуация изменилась, в частности, 54% прироста продаж цифрового контента, что соответствует 8% прироста всего издательского дела в Великобритании. And we believe that the underlying copyright framework in the UK has allowed a strong, dynamic and world-class market to emerge. Мы полагаем, что сильная законодательная база по авторским правам в Великобритании будет способствовать росту образовательного контента. And there's no reason we think that this cannot happen in the Russian market, particularly there's such a rich literary history to build on. Russia is a highly literate society, and the Russian publishing industry is growing, so there's a great foundation to build on. Российский рынок имеет тоже огромную базу для роста, для российских книгоиздательских образовательных рынков, прежде всего за счет литературных традиций, за счет культурных традиций огромных. So, I'll move on to the economic value chain. Перейдем к экономической ценностной цепочке. Some of you may have seen the report that we commissioned on this topic by PricewaterhouseCoopers, and I'm going to talk through some of its key points now. Возможно, вы видели этот доклад, подготовленный PricewaterhouseCoopers, на основе которого я представляю свою презентацию. Вот сейчас будут такие краткие выжимки из этого доклада. So, this is the value chain. Вот это стоимостная цепочка, так как она выглядит. I will try to talk through this slowly and clearly, and we can revisit it at the end if you have questions. It's not very simple, Jane. Я постараюсь говорить четко и медленно, но если вы хотите, мы можем позднее вернуться. So, to start with, at the very beginning, we have the individual writers. С самого начала мы имеем отдельных творцов, писателей. And the new content that originates from the individual writers, and they will typically have been commissioned by a publisher. Тот контент, который создается писателями, авторами, он, так сказать, публикуется издателями, распространяется за счет издателей.
And the writers, they may be those that are self-employed, they write full-time or part-time for educational or for other purposes. Авторы могут быть работать сами для себя, могут работать полную занятость, частичную занятость, могут работать как в сфере образования, так и в других сферах. And next to the writers, we have the publishers, and they can be both large organizations or smaller organizations. Рядом с авторами находятся издатели. Это могут быть как крупные издательские компании, так и мелкие компании. And the large organizations, they're likely to be multinational ones that offer a really diverse range of content across all the different educational sectors. So they will offer content for schools and for universities and for colleges. Крупные издательские компании снова могут быть мультинациональные. Они предлагают большой диверсифицированный контент для школ, университетов и колледжей. And then the smaller publishers, however, they might just focus on a particular subject area or product. So you might have what we call a learning society that publishes a journal or just one subject matter, and that's all they publish. Мелкие же издательские компании могут позволить себе фокусироваться на каком-то определенном аспекте, например, издание одного или нескольких журналов. And so the next part of the chain is the development of the content, and the publisher will invest in developing the content and distributing it to the markets. Следующий этап – это разработка контента. Издатели инвестируют в разработку контента и распространяют его по рынку. And so once it's distributed to the market, it will sell it to the educational institutions. В основном контент распространяется в образовательные учреждения. And this, in the UK, this could be selling a textbook to a school that, I mean, it might come with a CD-ROM, which can be used by the teacher, or it could be selling a journal subscription to a university. Например, в Великобритании это может быть учебное пособие, которое поставляется компакт-диском, и учитель, преподаватель может его использовать. Или, например, продается подписка на журнал, на какой-либо журнал в университет. And it might, of course, be the old-fashioned method, selling paper copies of books in a bookshop. Ну и традиционно это продажа твердых копий, книг, учебников. And this is, of course, the primary markets. Это так называемый первичный рынок. But over time, the educational institutions, they may wish to copy substantial extracts of this content. Но образовательное учреждение может потребоваться скопировать какую-либо часть этого контента. So a teacher may want to photocopy some pages of a book and hand it out to their students. Так, например, учитель может скопировать какую-либо часть книги и для распространения среди своих учеников. Or a university lecturer, they might want to post a journal article on a virtual learning environment for his students to read in their own time. Университетский преподаватель может, в частности, взять выдержку из какого-нибудь журнала и поместить ее в виртуальную образовательную среду своего университета, чтобы студенты имели к нему доступ. And such uses of a work, they require in the UK a rights holder's permission. Данные действия в Великобритании должны быть одобрены правообладателями такого контента. And the licensing of these rights is usually undertaken on behalf of the rights holders by a collective management organisation, which in the UK is the Copyright Licensing Agency who I work for. И доступ к такому контенту в Великобритании обеспечивается за счет организаций по коллективному управлению авторскими правами. А вместо Великобритании такая организация представляет коллективное агентство по авторскому праву лицензированного, в котором я работаю. So the collective management organisation will sell licenses, collect money and distribute the revenue collected back to the authors and publishers. And this is the secondary licensing income. Организации по управлению авторскими правами собирают взносы и распределяют их по авторам, по создателям контента. И это так называемые вторичные лицензионные поступления, вторичный рынок.
And the amount that any given author or publisher receives, it will depend on how much their work is used. So a collective management organisation, they will undertake surveys and monitor copying activity to determine the appropriate distribution amount. И количество поступлений, которые получит тот или иной автор, зависит от степени использования его произведения. Соответственно, организации по управлению авторскими правами проводят опросы, как часто копируется тот или иной контент, и на основе частоты использования распределяют средства. And what the value chain also shows is the foreign income. So via bilateral agreements with foreign partners, collective management organisations can collect money for overseas use of their works, which will then be distributed back to their rights holders. На основе двусторонних соглашений с организациями компаний из других стран, организации по управлению авторскими правами будут также распределять средства в других странах, авторам соответственно контента в других странах. And coming back to the very start of the chain, there are two pink boxes there, which are two key decision points. Возвращаясь к началу целостной цепочки, у нас есть два ключевых момента, которые следует отметить. So for a publisher, the decision to commission will be subjected to the expected return on investment, of which secondary income will be one component. Для издателя ключевой точкой в принятии решения является возможность вернуть инвестированные средства. И в этом возврате вторичное лицензионное поступление играет значительную роль. And for the authors, the decision to develop the work will also be subject to the terms offered by the publisher and any expected income, including possible secondary licensing income. А для автора в его стремлении создать какой-либо контент тоже большую роль играет возможное поступление, в том числе и вторичное лицензионное поступление. And there may also be non-economic incentives which influence author behaviour, so such as the artistic merit of the work. Также, конечно, существуют и неэкономические стимулы создавать контент, в частности, художественная ценность самого произведения. So to summarise the process, the educational publishing value chain depends on authors and publishers believing that they can make an adequate return on their investment of time and money. Суммируя этот процесс, можно сказать, что ценностная цепочка книгоиздания в сфере образования зависит от того, как авторы и издатели смогут осуществить возврат вложенных средств и времени. So from the author's perspective in the UK, almost 43,000 authors receive income from secondary licensing. В Великобритании практически 43 тысячи авторов получают доход от вторичного лицензирования в сфере образовательных услуг. And there's a core group of 1,700 authors who receive income of over £1,000, and they account for about 65% of the educational revenue distributed. Существует также ключевая группа авторов в количестве 1700 человек, которые регулярно получают доход свыше 1000 фунтов стерлингов. И на их долю приходится 65% лицензионных поступлений в сфере образовательного книгоиздания. So in the report that PricewaterhouseCoopers did for us, they surveyed authors, and 90% of them stated that secondary licensing income was important to them, with 54% of them stating it was essential. PricewaterhouseCoopers провел опрос среди авторов, среди создателей контента, и выяснилось, 90% сказали, что вторичное лицензионное поступление это важно, а 54% отметили, что это очень существенно. And from the publisher's perspective, they were also surveyed, and it became evident that the additional income from secondary licensing incentivizes the development of new and innovative products. Если посмотреть с точки зрения издателей в Великобритании, то вторичные лицензионные поступления позволяют издателям инвестировать в создание новых продуктов, инвестировать в инновации.
And revenue from secondary licensing typically adds between 5 and 20% of the profits generated from the educational division. И доход от вторичного лицензирования, как правило, добавляет от 5 до 20% к прибыли, создаваемой образовательным подразделением. And what the innovations director at Cambridge University Press stated, Cambridge University Press is one of our biggest and most well-respected publishers, he said that a sound secondary licensing sector is a sign of a serious and robust copyright environment and equates to the markets where we'd be more likely to invest in innovative products. Эрик Бабер, директор по инновациям Cambridge University Press, одно из моих любимых издательств, сказал, что так сказать, уверенно стоящий на ногах сектор вторичного лицензирования является признаком устойчивой среды в области защиты авторских прав. And also, what the report found was that a loss of income to publishers would result in them perhaps investing in less innovative, scholarly or risky publications. Do you want me to repeat it? Yeah. Okay, so a loss of income to publishers would result in them perhaps investing in less innovative, scholarly or risky publications. Потеря дохода для издателей будет означать то, что они вынуждены будут вкладываться в менее инновационные продукты. And publishers, they'd be more likely to focus on those books that are guaranteed to make them money, and that reduces innovation, rather than investing in books which are more likely to have a long-term scholarly impact. Соответственно, издатели будут концентрироваться на книгах, которые будут в любом случае будут приносить прибыль. И обращать меньше внимания на издания, в частности в сфере образования, которые не настолько, в которых они не так твердо уверены, что они принесут прибыль. And a loss of income as well. It would result in less books being produced, and that then damages the export market, which is really crucial to the UK. Соответственно, потеря такого дохода может привести и к падению экспортных продаж. So the importance of the secondary licensing income, it cannot be underestimated. Its value is not purely monetary. Невозможно недооценить влияние вторичных лицензионных поступлений. И это не только с экономической, с денежной точки зрения. But it helps to drive innovation and growth, and thus it broadens and deepens the publishing market, and it broadens and deepens our own cultural experience by doing that. Наличие существенной доли вторичных лицензионных поступлений углубляет и укрепляет наш внутренний рынок. So it's also important to think about what effect the value chain has on users of works. Secondary licensing offers very low transaction costs. Вторичное лицензирование предполагает очень низкие операционные расходы. And in 2011 in the UK, the licensing cost for educational institutions was around 0.1% of their total expenditure, so a very small amount. В 2011 году вторичное лицензионное взносы соответствовали 0,1% от общих расходов образовательных учреждений, что является очень маленькой цифрой. And the benefits extend as well to educational outcomes. So as secondary licensing income helps to drive innovations, then teachers and lecturers have more innovative products to teach with. Соответственно, серьезное поступление от вторичного лицензирования способствует инновации, поскольку учителя могут использовать больше инновационных продуктов в своей сфере. And this can really help with student engagement and improve learning. Это позволяет улучшить образовательный процесс. And digital innovations, they also promote cost efficiency
A study in 2007, also undertaken by PricewaterhouseCoopers, found that for every £1 invested in technology, there's a return of £2.05. So that's over 100% more that you get back. Соответственно, переход к цифровому контенту, он существенно увеличивает экономическую выгоду. Исследование, проведенное PricewaterhouseCoopers в 2007 году, показало, что на один вложенный фунт стерлингов можно получить 2,5 фунта стерлингов выгоды. Соответственно, возврат денег составляет больше 100% возврата инвестиций. So I wanted to think a little more about what the value chain means for the digital market, and I have two different examples for you. Теперь рассмотрим, каким образом экономическая цепочка в рынке цифрового контента. У меня есть несколько примеров. So the first is to do with the smartboard revolution that's taken place in schools throughout the UK. Первое – это такая цифровая революция, которая произошла, в частности, в школах Великобритании. So the innovation of the interactive whiteboard has led to many publishers developing new and innovative products that can be used on the smartboard, the interactive whiteboard. Соответственно, инновационные, задействованные в школах Великобритании инновационные вещи, в частности, интерактивные белые доски, позволили существенно, так сказать, интенсифицировать процесс обучения. But this couldn't have taken place without the money being there to invest in the first place. Но такие достижения были бы невозможны без предварительного инвестирования And then в эти процессы. the continued investment comes as well from there being a secure revenue stream, which is provided by a really sound copyright law and well-functioning secondary licensing markets. Okay, so it couldn't have taken place without the money being there to invest, and the continued investment comes from there being a secure revenue stream. И продолжающееся инвестирование должно опираться на, так сказать, на законодательство, на заданные рамки в области охраны авторских прав. And the second example, it's not about having the revenue to invest, but about having that support of copyright law. Второй пример описывает меры поддержки защиты охраны авторских прав. So at the moment in the UK, there are calls for an exception in the law that will permit text and data mining. В данный момент в Великобритании действует законодательство, которое позволяет, которое включает в себя некоторые исключения для образовательной сферы, для контента в образовательной сфере. So that would be granting users the rights to search through and use publishers' data and content for free. Соответственно, оно позволяет предоставлять образовательным учреждениям контент бесплатный контент на некоторых условиях ограничительных. However, publishers, of course, do not want to give this content away for free, and they would prefer to develop a digital product that would allow their users to do this. Издатели же, в свою очередь, хотят разрабатывать контент и хотят за это получать отчисления. And whilst there's no exception in the law, they can do this, but an exception would kill that innovation. И они не хотят, чтобы при этом были какие-то исключения, которые бы позволяли бы иметь бесплатный доступ, поскольку исключения будут означать отсутствие инноваций. And this would disadvantage the publishers and the users and would weaken the value chain. И этот недостаток, который отмечают издатели, который не позволяет им эффективно участвовать в ценностной цепочке. So I'll now talk to you about how a collecting society operates to give an understanding of how we fit into the value chain. Сейчас мы поговорим о том, как действует коллективное управление авторскими правами в Великобритании.
So we have another sort of chain, and to start off with, we have the copyright owners. Мы имеем еще одну цепочку, тип цепочки, и начинается она с владельцев авторских прав. And they will be a member or having an affiliation with a collective management organization. Которые эти владельцы являются членами организации по коллективному управлению авторскими правами. And the collective management organization in the middle, they will sell licenses to users, so schools, universities, libraries, government departments and businesses, and thereby providing access to the repertoire. И вот эти CMO, изображенные в центре организации по коллективному управлению авторскими правами, они продают лицензии конечным пользователям, предоставляя им доступ к контенту. And the users will pay the license fee back to the collective management organization, and the collective management organization will then process this money with survey data and distribute it in a timely manner back to the appropriate rights holders. Пользователь платит взносы организации по коллективному управлению авторскими правами, а эта организация уже в дальнейшем перераспределяет полученные средства держателям авторских прав, владельцам авторских прав. So effectively, what we have is repertoire flowing one way from the rights holders through to the users via the collective management organization. So we have the repertoire flowing one way from the rights holders through to the users. Соответственно, мы имеем такую цепочку от авторских прав через организацию по коллективному управлению авторскими правами к пользователям, к конечным пользователям. And then the revenue is flowing from the users to the rights holders via the collective management organization. И, соответственно, доход распределяется от контент идет от владельцев авторских прав, от владельцев авторских прав к пользователю, а доход распределяется от пользователей к владельцам авторских прав, и все это идет через организацию по коллективному управлению авторскими правами, через CMO. And how this translates into revenue in the UK market is shown here. Здесь вот показано, каким образом. So in 2010 and 11, CLA collected £74 million. В 2011 году CMO собрало 74 миллиона фунтов стерлингов лицензионных взносов. And we distributed £66 million to rights holders. А распределила владельцам авторских прав 66 миллионов фунтов стерлингов. And around 20% of CLA's income, it comes from international agreements with overseas collective management organizations. Около 20% дохода включается из сотрудничества с международными организациями, аналогичными CMO. So CLA is a member of the International Federation of Reproduction Rights Organizations, which is known as IFRO. Моя организация, CLA, это агентство по авторскому праву и лицензированию, является членом Международной федерации организаций по правам на воспроизведение, IFIRO. And this organization, it helps collective management organizations to build partnerships with each other across the globe, facilitating the sharing of ideas and knowledge. Данная организация позволяет организациям-участникам задействуется, определять связи между собой и облегчает взаимное сотрудничество в сфере обмена прав, авторских прав. And it's via this organization that we came to work with Copyrus. Вот почему мы работаем с Copyrus'ом, в частности, CLA, моя организация, и Copyrus. So I wanted to give some examples of some of the work that CLA does that you might find relevant.
Я хочу сейчас привести несколько примеров, как моя организация CLA работает с библиотеками. So, with regards to libraries, CLA has a license with the British Library, which is one of the biggest libraries, I think, in the world, for a document delivery service. Моя организация CLA имеет договор с британской библиотекой на доступ к службе распределения, библиотечной службе распределения. And this service, it allows users to request articles from the British Library, which can be delivered to them electronically. Эта служба позволяет пользователям осуществлять доступ к контенту библиотеки в электронной форме. And the users pay a fee for this, which the library passes to CLA and which we distribute to the rights holders. Пользователь платит за этот взнос, который британская библиотека перечисляет в CLA, а эта компания уже распределяет по владельцам авторских прав. And we also have a transactional scheme for public libraries, so users can pay per copy that they make as and when they make a copy in a library. Соответственно, как обстоят дела с публичными библиотеками? Пользователь должен платить, в частности, за каждое копирование контента. However, there are a lot of issues with libraries in the UK at the moment, and what libraries and other cultural institutions want to be able to do is to digitize their whole collection. В настоящее время в Великобритании библиотеки, а также другие образовательные учреждения хотят оцифровать свой контент и интенсивно этим занимаются. And there's an exception in UK law that allows some copying for preservation purposes. В качестве исключения позволяется делать несколько копий. But there are issues around what we call orphan works, where you don't know who the rights holder is. Но what do you mean orphan? Where you don't know who the rights holder is, you don't know who owns the work. So an orphan is a child that has no mother or father. So an orphan work is a work that has no publisher that you know of. Соответственно, есть также некоторые моменты, когда неизвестно, так сказать, происхождение произведения, кто является его автором. And then the other problem is, once they've digitized their collections, they want to be able to make them available via websites for everybody to view. Соответственно, оцифрованный контент уже может быть доступен всем пользователям. Это может являться проблемой, в части охраны авторских прав. And this is something that requires individual rights holder permission at the moment. В настоящий момент это на доступ к своему контенту должно быть получено в каждом отдельном случае разрешение владельца авторских прав. And it's not something that's done collectively, it's under consideration at the moment under UK law, and we will wait and see what happens. В настоящий момент вопрос обсуждается, и мы посмотрим, что будет дальше. And the next example demonstrates how CLA has contributed to the digital marketplace. Следующий пример показывает, как CLA вносит свой вклад в рынок цифрового контента. So last year we launched a service called What Can I Do With This Content? В прошлом году мы запустили сервис, который называется What Can I Do With This Content? Что я могу сделать с этим контентом? And it's an icon that looks like this, the copyright logo with a tick in it. Вот эта иконка, которая сверху с логотипом CLA, нашей компании. And the icon, it can be downloaded by publishers and put onto their websites. Иконка позволяет, пользователь может щелкнуть по логотипу и получить доступ к информации. And users can click on the icon and they can see user-friendly information on the permissions attached to that content. Соответственно, в данной информации будут проведены, так сказать, условия для получения разрешения, связанные с этим контентом. So on a website, the icon would look like that. Вот так выглядит
это иконка на реальном сайте, нашем сайте. And when users click on it, a menu of options appears about what they might want to do with the content. Как только пользователь щелкает по иконке, появляется множество опций, множество путей действия, что может сделать пользователь. So the idea of it is that it really simply conveys a publisher's terms and conditions on websites to their users. Идея этого — это донести условия распространения контента для пользователя в удобной форме. And I wanted to show this because it's really important that you understand how we can work with publishers and with users to innovate and develop tools that will work in the digital space. Это очень важно, чтобы ввести пользователя в эту цифровую среду, чтобы показать, как это все работает. And from our perspective, it's really important to stay relevant in the digital age. И очень важно идти в ногу с нашим цифровым временем. CLA started almost 30 years ago when it was only photocopying. CLA начинал свою работу почти 30 лет назад, и фактически это было только фотокопии документов, контента. And it's very different now, so we have to keep innovating and keep up with our rights holders. Сейчас же все изменилось, и мы должны идти в ногу со временем, должны учитывать новые реальности и, так сказать, применять, использовать инновации. So to summarize what I've talked about this morning, I want to leave you with this key thought. Суммируя то, о чем я говорила сегодня утром, я хотел бы сказать следующее. A dynamic and a growing creative sector requires a balanced market in which access to content is easy. Динамичный и растущий креативный сектор требует наличия сбалансированного рынка, который обеспечивает легкий доступ к контенту. And creators and publishers are incentivized and rewarded to create and deliver those works to the market. При этом авторы и издатели должны быть подталкиваться к тому, чтобы им должны быть созданы условия для разработки инновационного контента. Им должно быть выгодно разрабатывать инновационный контент. So, the primary market has to be sensibly organized. Первичный рынок должен быть достаточно гибко организован. And secondary licensing is a really helpful way to support the primary market. В то же время вторичное лицензирование – это хороший путь для поддержки первичного рынка, хороший инструмент поддержки. And the needs of users, which is access to the works, and the needs of the creators, which is remuneration for those works, they must be balanced. Должны быть сбалансированы потребности пользователей контента, это доступ к произведениям, и потребности создателей контента, это возврат вложенных средств и получение гонорара за свои произведения. And an organized primary and secondary market provides additional far-reaching benefits. Упорядоченно структурированный первичный и вторичный рынок предоставляет дополнительные долгосрочные преимущества. So it can aid compliance and support anti-piracy work. Он обеспечивает баланс интересов и способствует борьбе с пиратством. And it helps to boost the overseas market of your own publishing industry. Он также способствует расширению связей, переходу, так сказать, увеличению продаж на внешних рынках. And it drives innovation and growth, which help to improve the learning environment. Также это способствует росту инноваций. And this leads to a more educated and informed society, and ultimately a balanced market supports and promotes the growth of a cultural and creative society.
В конечном итоге балансированный рынок способствует возникновению более образованного, инновационного и, в конечном итоге, культурного общества. And if you have questions, I'm happy to answer them. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Вещь на сайте. Thank you, Madeline. Спасибо. И у меня есть вопрос. Вот это очень сложная картинка про волю Chain, которую мы разбирали в время. This complex picture for value chain. Она еще более усложняется, потому что в нее включаются дополнительные элементы, которые пересекают какие-то другие отрасли. Киноиндустрию, индустрию масс-медиа и так далее, и так далее. It can be additionally complicated by including additional industries, for example, cinema, средства массовой информации, mass media, and so on. And the overall picture is big complicated. Видите ли вы возможность рассматривать вот современную цепочку вообще книгоизданий, в том числе в образовательном книгоиздании, еще более широко, и существует ли возможность управлять этим эффективно и с точки зрения права, и с точки зрения технологий, соединенных с какими-то правовыми вопросами? Возможно ли создание таких сервисов для издателей, которые бы уже включали в себя решенные правовые схемы? Can you consider broadening of this educational value chain? For example, to create services which include publishers, authors, and other participants of this market. With the legal things solved inside these services. Yeah, and what has just been, we started working on something in the UK. It started 2 months ago, and it's been recommended by a government report, and we're trying to develop something it's been called the Copyright Hub, and it would be a digital copyright exchange. So we would build a website effectively where users can go and they can, any piece of content, they can say, right, I want to use a film, a song, something from a book, and they go on the website and it will tell them where they need to go to get that permission, whether it's directly to the rights holder or whether it's to a collective organisation. So we're trying to organise that so there's one place to go to get the information, and then you go off and get the permission however you need to get it. But that's that's making it clear for users, so they understand where they can get permission from. 2 месяца назад мы говорили об этом в Великобритании на основе правительственного доклада. У нас создается сервис, веб-сайт, на котором пользователи будут иметь доступ ко всей информации по авторским правам, по различным видам контента. Будь это музыка, например, это книга или еще что-нибудь. Пользователь может посмотреть, какие у него есть возможности и какие ограничения по авторским правам. И может подать запрос либо к владельцу, держателю авторского права, либо к организации, которая управляет, коллективное управление авторскими правами. Тут самое важное для нас – это обеспечить удобство для пользователя, чтобы он мог на одном ресурсе разобраться со всеми вот хитросплетениями авторских прав. Кто реализует этот проект и кто финансирует реализацию проекта? Who realizes this project and what financial sources of this project? Well, there's been the group that's working on it is made up of all of the collective management organisations in the UK, and they're all putting some money into it. So it's the Music Society, CLA, Publishers Societies, people that deal with the copyright in films as well,
and the British Broadcasting Corporation, the BBC, is involved too. So So, everyone has come together. это коллективное творчество таких организаций, аналогичных нашей CLA, но в различных областях. То есть, например, это музыкальная организация по музыкальному контенту, это наша организация и так далее. То есть из различных вот таких источников. Финансирует ли создание этой площадки государство? And the government has some role in this financing. No, there's no money from the government, and it's independent of the government. Is there any support from the government? Only in that it's been recommended that we should come up with something, and if we don't, they would probably put in place exceptions, which would wipe out all the money. So that's incentive enough for everyone to work together. Правительство не принимает никакого участия в финансировании, так сказать, поддержка тоже достаточно ограничена только советами. Да. Это какое у них расписание, когда эта площадка может заработать в полном объеме? How this service will work as a full scale. It's being worked on at the moment, so in a year's time we might know more about how it will work. There's a lot of work to be done, so we will see. Много уже сделано, в настоящее время это работает, но мы посмотрим, как это все будет. Должен сказать, что в России тоже есть идея создания подобной площадки и платформы, поэтому давайте стараем вместе и обмениваться идеями. In Russia, there's also an idea to create some platform, some service, and I propose to cooperate in this field. Exchange knowledge. Yeah, well, Together. Anyway, we live in the same world. I promise you that if we pull this off, we will be telling the whole world about it, because it would be the first of its kind, and it's a very important step, I think. So we would want other countries to do something similar. It's much better than having just free use and exceptions, because they damage the market. Yes, and there is some work that countries should make it on their own inside the country, but there are a lot of global things that should be in this space. Yeah, exactly. Space. Yeah. So let's work together on this common space. Yeah. Давайте работать вместе, давайте создавать общую площадку. Я думаю, у нас отличное будущее. Thank you. Thank you very much.